Сегодня у нас такой день прошел субботний. Сегодня даже дедушка утром подменил нас от поездки в музыкальную школу и в 8 утра свозил наших детей в музыкальную школу. Нам пришлось только встать и ходить. И вот все время все очень долго спали, дети сегодня остальные. Потом такой день самообслуживания, все потихонечку на небольших тонах друг с другом разговаривали. Такой сегодня отдыхающий день был. Нужен нашей семье был этот день. И так весь день прошел, в принципе. И вот сегодня я хотела провести такой вопросы-ответы. Накопилось немножечко вопросов, на которые нужно дать ответы. Но в этот раз немножко и плохих вопросов будет. То есть на плохие тоже. Я не отвечаю только на глупые вопросы. Вот есть такие вообще. Видно, что это люди специально провокационные вопросы такие задают. На них я не отвечаю. Но на остальные на все отвечаю. Ну вот, кот Леон и все задала такой вопрос. А где 11-й ребенок? Ну, 11-й ребенок, он уже нас старше, это Владик, вы его все знаете. Он учится, у него сейчас практика, у него уже возраст, ему 21 год, он дома. Но его часто нет с нами, он может, в принципе, и в комнату уйти, лежать, когда мы снимаем видео. Это взрослый парень, он и так нам очень много в чем не отказывает. Но он дома, он с нами. Надежда Берестовая. Я сразу прошу прощения, я могу ошибиться в фамилиях. Ну, простите, пожалуйста, вот прям искренне прошу прощения, потому что фамилии на самом деле сложно произносить. У вас кто-то разговаривает по-французски и английски? Нет. Нет. Я немецкий в школе учила. Нет. У нас нету лингвистов таких, чтобы вот именно французский и английский. Просто сейчас в школе он востребован. Ну и так понимаю, что он в принципе в будущем детям пригодится. А также для развития памяти сейчас. Светлана Пешко или Пешка часто пишет такие вопросы разного характера, провокационные. Девочка на превью очень похожа на Настю Колесникову. Явные признаки фаз. Светлана, ну, я поняла, что вы про Ульяну написали. Нет у Ульяны таких диагнозов никаких. Она очень умненькая девочка. Она учится на 4-5. Поведение у нее хорошее, уважительное она очень. Как я видео начинаю записывать, так собаки мои начинают дурить. Надо Монику гулять отправить. Это вам, наверное, захотелось что-то увидеть. Это ваше право. Поэтому нет, такого диагноза нет. Но у меня такая просьба, если будут такие оскорбительно-уничижительные вопросы или комментарии о детях, я буду их убирать. Потому что детки мои тоже читают, они тоже интересуются. Я не скажу, что они все прочитывают. Ну, то есть от них это не скрывается ничего. Они часто видят, как мы записываем. Они тоже участвуют. Поэтому если будут такого уничижительного характера вопросы, я буду убирать. Дальше. Татьяна. Светлана, спасибо за интересное видео. Расскажите, пожалуйста, о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь в воспитании стольких разных по вопросу своей истории попадания в детский дом и так далее. Деток. Рассказать о том, что с детками до года... Рассказывать о том, что с детками до года проще. Принять ребеночка старше уже личность, со своими привычками, со своей пережитой бедой. Это подвиг, это труд, это терпение, с чем не каждый справится. Поделитесь опытом. Но здесь как бы это не подвиг, это справится каждый человек. Вот я говорю, мне бы вот буквально 10 лет назад кто-то сказал, что у меня будут приемные дети.
Я работала в медицинском колледже, и ко мне студенты подходили, говорили, я вот воспитана родителями, приемная семья, возьмите тоже. Я говорила, нет, нет, вы что, я не смогу. Но когда дети попадают в семью и начинаешь их любить, ты понимаешь, что ты справишься с этим. Какие трудности? Ну, какие трудности? Ну, допустим, у каждого, допустим, вот если взять Ульяну, Максима, Снежану, они уже, допустим, Ульяна уже пришла к нам 1 класс. Максимке было 3 годика, Снежана вообще была маленькая. Но у них психика, конечно, нарушена. В каком плане? В плане плаксивости, в плане расстроенности. Естественно, я их вожу по невропатологам. Конечно, мы лечимся, пропиваем какие-то лекарства. Это на самом деле, да, есть. Видно, что стрессы такие дети пережиты. Это все есть. Если взять Ваню маленького, то когда Ваню маленького забирали в детский дом, мне соцработник рассказывал, что она его несла и плакала от того, что он настолько был худой, и он маме его родной, она говорила, что люди в войну детей кормили, а ты сейчас... Да, у нас были проблемы такого характера. То есть он ничего не ел. Это если мы попадали в больницу, или я с ним, или муж, чаще муж даже лежал. А то мы просто менялись, я, он, приходили, подменяли друг друга. Это все, мы даже в столовой кушать не могли, мы уносили еду, потому что он просто, когда видел еду, он начинал кричать. Он не хотел есть. У него был протест против еды. Его организм привык не есть. А вот есть же люди полные, худеют и худеют так, что потом они не едят. У них болезнь развивается. Так и здесь. То есть у него был протест. Я даже бывало вот так вот делала силы, разжимала ротик и ему по чуть-чуть всовывала. И тогда он жевал и проглатывал. Это было очень сложно, это надо было делать, чтобы никто не видел, потому что люди не понимали, что это такое. Все на нас показывали пальцем, все смотрели. То есть, вот такие сложности, как у каждого родителя. Вообще сейчас такая жизнь, что в каждой семье есть проблемы. Я вот наблюдаю за родными детками у детей. У всех есть проблемы. У нас вот такого характера проблемы. Допустим, другие дети, они наоборот вот берут чужое без спросу, допустим, наоборот, наесться не могут. Кушают и не могут накушаться. То есть такого разного характера. Кому-то материнской любви не хватало. Но это все на фоне на фоне общей, на семейном фоне. Но не так, что вот оно ярко выражено, но прослеживается. Такие трудности. Это уже личности, да, но я еще 100 раз скажу, что нам очень повезло с детьми. У нас очень хорошие дети, очень хорошие дети. И наши дети, они не доставляют таких сложностей. То есть опыт в том, что подстраиваться все равно приходится под деток. Ну, это каждому родителю. Моя мама-то раньше говорила всегда, вроде бы дети от одной матери, а все разные. Так. Спасибо за Алдона спрашивает, говорит, спасибо за откровение. Всегда интересно, как детки попали в семью. Когда найдется свободная минутка, Моника, расскажите о себе. Давно ли вы живете в этом регионе? Чем занимались до такой большой семьи? Где росли и большая ли у вас родня? Уже знаем, что у вас на Востоке сестра. Так, о себе. Давно ли живете в регионе? В Краснодарском крае мы живем 2,5 года. В июне месяце, в самом начале, было 2 года, как мы переехали в Краснодарский край. Где росли? Чем занимались до такой большой семьи? Мы с мужем работали, жили для себя,
Я теплила надежду о детях, но понимала, что этой надежды мне уже не видать. Муж тогда мне часто говорил: тебе усложнить задачу, тебе меня не хватает, ты еще детей хочешь. То есть, ну, такой шуточной форме. Жили для себя, работали, ездили, любили за границу ездить, любили отдыхать, ездить, куда-то в какие-то походы ходили. Даже было время, когда мы спускались несколько лет подряд. Собаки не дают разговаривать. Моника. То есть мы несколько лет подряд летом уезжали, спускались по горной реке на таких лодках, ночевали в лесу. То есть жили для себя. Мы с мужем зарабатывали деньги и посвящали время себе. Где росли? Росли мы в городе Комсомольске-на-Амуре. Это наш родной город. И муж с города Комсомольска-на-Амуре, и я. У мужа большая родня очень, потому что сам свекор, он с многодетной семьи, их много братьев и одна сестра у них всего была. А у меня тоже большая родня, но в семье нас у мамы было 3. Это моя старшая сестра, это я и мой младший брат 81 года рождения. Он сейчас живет в Якутии со своей семьей, со своей женой и с дочерью. Сестра у меня так и живет в городе Комсомольске-на-Амуре со своей семьей. У сестры у моей 3 детей и 3 внуков. И они там живут в городе Комсомольске-на-Амуре. Все работают, все ведут достойный образ жизни. Есть и двоюродные братья, сестры, и троюродные. Да, родня такая не маленькая, то есть родня есть. Мама моя умерла, когда мне было 20 лет, 21. И так вот родителей не стало. Дальше. Дальше, так, сейчас. Наталья Скоромная, 7 дней назад. Доброе время суток. Но здесь она немножечко свои чувства к нам рассказывает. Где вы живете? Первый раз на вашем канале. Мы живем в Краснодарском крае, в Курганинском районе. У нас тоже сынок приемный. Ему было 2 месяца, когда мы его забрали из больницы. То есть опека никаких препятствий не ставила, поэтому они быстро взяли ребеночка. Когда поехали проходить медосмотр, то поставили заболевание, ЗПР и еще много диагнозов. Но как я его называю, сынок, подумали, будь что будет. В 7 месяцев сняли все диагнозы. Сняли все диагнозы. И сейчас у них родился еще сыночек. Еще сынок. Было 4 выкидыша. Теперь у нас 2 сыночка и лапочка-дочка. И нет разницы, свой или чужой. Я с вами совершенно согласна, Наталья. И когда мы тоже стали, вопрос о приемной семье встал, о том, чтобы взять детей, нам тоже советовали брать маленьких деток. Очень многие родители пишут даже цвет волос, долго стоят в очередях. Мы вот закончили и через неделю уже взяли. Уже через 2 дня нашли детей и начали оформление документов. Нам тоже было все равно. Будь что будет. Настолько было огромное желание, настолько мы понимали, что это наши дети будут. Будет, значит будет. Ну а как в семье родился ребенок больной? И не бросишь же его, будешь же воспитывать. Так и здесь. И так же будешь любить. Мы тоже так же. И тоже с некоторых детей поснимали некоторые диагнозы. Поэтому мы тоже
Я понимаю ваши чувства, как вы называете своего сыночку, сынок приемного. Я вас прекрасно понимаю. Я тоже всех деток называю сынок и доченька. Делаю это искренне. Я очень их люблю. Здорово, что вы поделились своей историей. Спасибо большое. Владимир Ханявка спросил, я знаю, что спросил, сколько лет мы приемные родители. 7 лет мы приемные родители. Говорит, вам было 40 лет, когда вы взяли детей. Что вы делали раньше? Работали, работали, работали и работали. Работали, ездили, жили для себя. Кровных детей у вас нет? Нет. Кровных детей нет. Сколько лет вы живете с Иваном? В этом году будет ровно 20 лет. Даже не в этом. В феврале месяце, 9 февраля, будет ровно 20 лет, как мы живем с Иваном. Ну, такие вот ответила вам. Такой интересный, аватарка такая, ЕКЛМН. Вопрос такой, воспитатели к вам ходят домой? Да, приходят воспитатели домой, переписывают, чем папа, мама занимаются, смотрят квадратуру, смотрят, в каких условиях дети находятся. И вот в этот раз они когда были, они сказали, что им сказали чуть ли не каждую неделю, каждый месяц ходить. Говорит, вы уж нас. Я говорю, да приходите, пожалуйста, в любое время, можете даже не звонить, а приходить там, узнать только дома мы или нет, и приходить. Ничего страшного. То есть нормально. Ну, она говорит, просто их по-разному встречают, и двери не открывают, и ругаются. Ну, а для чего это их работа? Я уверена, что они не хотят по нам ходить, к нам ходить. Эллада Каткова. Света, вы рассказали, что к вам телевидение приезжало. А можно нам этот фильм посмотреть заранее? Спасибо. Эллада, вы знаете, я сама этот фильм ищу. Он есть на просторах интернета. Но у меня что-то произошло с головой. В общем, Аригус, бурятское телевидение, местное, улан-удэнское. И там наш ролик, я забыла, как это в этот день называлась программа. Там она идет, допустим, час. И вот в этот час вставляли наш фильм. Я ищу. Я не так давно искала, не смогла найти. Не знаю, смогу найти или нет. Но извинения прошу, что не получится. Если получится, с удовольствием покажу. Сама хочу найти его. Так, дальше. ЕКЛМН. Маловат, конечно, тортик. У нас семья из 5 человек, за раз такой слопает. А парням вашим по 1,5 надо за раз. Они же растут и работают на воздухе. Здравствуйте. Почему-то все думают, что наши дети должны очень много кушать. Судя по роликам, может быть, вы просмотрели, мы его еще и за 2 раза съели. Дети им позавтракали. И еще и на обед я его нарезала, они его еще и на обед ели. То есть и на столе стояло, у детей не было потребности еще брать. То есть они помимо этого еще что-то другое кушают. Ну вот так. Опять вопрос ЕКЛМН. Зачем вам столько одинаковых медведей? Эти медведи приехали с нами с Бурятии. У нас еще куклы, также по 4 одинаковых. Одни партии 4 одинаковых, вторые. У детей целый ящик этих кукол, они ими не играют. Это очень редко, если достают. Куклы разные, очень большие, помельче. И медведи. Только сейчас мы начали приучать детей. И покупаем, вот Анюте такой набор купили, Снежане такой. Допустим, Ване вообще ничего не купили. Раньше у нас такого в семье не было в самом начале. Вот мы если покупали, я удивляюсь, что у нас не 11 медведей. Просто мы тогда мальчишкам купили машины большие, пластмассовые, такие здоровые. А малышам вот эти медведи.
4. То есть, ну вот у нас как-то раньше в семье было принято, если покупаем, то в 7-11 что-то. Но это в самом начале. Со временем, прошло время, и я начала приучать детей, что если кому-то одному покупаем, это не значит, что и сегодня же мы покупаем ему же. Потому что, ну, это неправильно. Будем покупать по потребности, по возможности. Это вещи. Но игрушки все-таки стараемся, если вот Анюте покупаем, то есть Снежане. Ну, Ваньке бывает, вот купим одному, потому что взрослые мальчики, вот Максим, Костя, они уже постарше, они что-то другое получили, ну, а Ваньке машинку купим. То есть вот так вот. Дальше. Так. Татьяна Карджи, тоже такой замечательный друг у меня есть. Она делится. Светочка, как душевно, смотрю и плачу, скучаю по своим детям, когда они были такими же, когда жили дома. У нас тоже были всегда сухарики, сделанные таким же способом. Девочки такие умненькие, да, Татьяна? Я когда прочитала ваш комментарий, Таня, я подумала, думаю, неужели я тоже скоро буду, мои девчонки разъедутся, дети, и я тоже буду думать, что когда-то мы все... Эллада Каткова. Добрый вечер. Вот смотрю ваши ролики, не перестаю удивляться, откуда вы берете силы и столько энергии и позитива. А потом поняла, ваши силы в ваших детях. Иметь 11 энерджайзеров и не так будешь крутиться. Сил вам с мужем и всем здоровья. Спасибо большое, Лада, вы совершенно правы. Да, вот сегодня мы очень много лежали, но была еда. На завтрак стоял сухой завтрак, молоко. Сегодня молочница нам 4 банки принесла. Дети с удовольствием вскрывали пачки сухого завтрака, кушали, насыпали себе. Фрукты на столе все стояли. То есть наготовлено было все, тогда можно немножечко расслабиться. И то, вы знаете, настолько вот выработано внутри. Сегодня муж обо мне очень заботился, говорит, полежи. И в обед пошел там салат, вчера наготовлен был, оливье, целая кастрюля, много осталось. Он пошел, рожки, бантики сварил. Говорит, полежи, прям хотел, чтобы я подольше полежала. Я ему очень благодарна. Да, организовывают очень сильно дети, а иначе по-другому быть не можем. Владимир Ханявка, такой же вопрос. 8 дней назад таких пирогов на 11 детей, это я пекла пирог с мясом, с фаршем. Таких пирогов на 11 детей, в том числе 3 мужчин. Да, плюс вы надо 3 штуки, не меньше. Владимир, но у нас еще остался пирог. Я не знаю вообще, в каких количествах другие люди кушают. Может быть, правда, у кого-то такой хороший, сильный аппетит. Но не съели. Светлана, у вас сильнейшая одышка, худейте, лечитесь. Я не против того, чтобы худеть, чтобы лечиться. Да, это важно. Но еще я астматик. Так, еще. Зоя М. 8 дней назад. Светлана и Иван. Вот вы снимаете интервью с детками. О чем они мечтают? Очень бы хотелось услышать, о чем мечтаете вы, мама и папа. Зоя, вы знаете, вот, наверное, дня не прошло, чтобы я не думала над вашим вопросом. Вот секундочка есть. Я даже у Ивана спрашивала, о чем мечтаем. Мы оба сказали поспать. Поспать. Ну, о чем мечтаем? Как и все родители мечтают. На девочек смотрим, на мальчишек смотрим, как они подрастают. Вот ваши сообщения даже меня побудили вспомнить, как все начиналось. Я эти дни думаю, взяла, когда Снежана появилась первая, потом появилась Анюта. И я вот вспоминаю, что мы пришли в гости, Анюта плохо себя вела, и мне надо было ее взять на руки. А Снежана вот так встала, стоит и смотрит. И прям вообще такие глаза. И подруга моя уже подошла и взяла ее на руки. То есть получается, что
Мечтаем, да такие же, как, чтобы дети выросли. Сейчас смотрим, как они растут. Вот я лежала на диване, смотрела сегодня, Снежанка стоит, у нее такие длинненькие волосики. Я как вспомню, у нее вообще волос не было. Вот у нее 3 пердиночки. И я так радовалась, когда этот хвостик появлялся, маленький. Я даже его фотала, мне казалось, это такие бесподобные фотографии. То есть о чем мы мечтаем? О детях мечтаем. Мечтаем, чтобы все здоровые были. Мечтаем, чтобы детки выросли, чтобы из них хорошие люди получились. То есть такие мечты, как и у вас, как и у всех родителей. Так, дневник домохозяйки. Алла. Привет, моя дорогая, а у меня эмоциональное выгорание от ежедневного однообразия 7 лет дома. Я так иногда на работу хочу, чтобы обстановку сменить. Светуля, у тебя вон сколько помощников, отдыхай побольше. Отдыхай побольше. Аллочка, спасибо большое. Это моя подписчица, мы с ней познакомились на просторах интернета. Да, я знаю, что такое, как хочется на работу. Я вспоминаю себя в Улан-Удэ, у меня 11 детей, я работаю, и мне даже опека говорят, может быть, вы уволитесь с работы, а я вцепилась в эту работу, нет, я буду ходить на работу, и сейчас я работаю. То есть получается, что да, я хоть немножечко разряжаюсь, я тебя понимаю, на работу пойти отдыхать. Людмила К. 6 дней назад. Скажите, а на такую большую семью вам привозят продукты, как многодеточка из как многодеточки из Москвы? Нет, нет, нет. Я никогда не слышала, чтобы кому-то привозили, и нам никто не интересуется. Мы обычная семья, мы закупки делаем обычные, мы обычная семья, покупаем, что нам надо. Нету такого, чтобы кто-то нам что-то привозил. Нет. Верка-пионерка 6 дней назад. Верочка, здравствуйте. Я считаю, что такие тренинги должны проходить в каждой школе. Это про половое воспитание у мальчиков. Да, Вера, это очень важно. А иначе воспитывает интернет. Воспитывает это с плохой стороны, что это все запрет, это все надо делать, это все гадости, это все пошлости. Да, разговаривать надо. Я вот даже себя вспоминаю, со мной тоже родители не разговаривали. И даже как девочка вопросы какого-то взросления стыдно было с кем-то обсуждать. А сейчас дети, я сначала думала, как так с детьми разговаривать. Ну, спасибо психологам, спасибо, много есть литературы такой, что сейчас научились и можно разговаривать уже. Вопрос. Светлана, вы продуктами на месяц запасаетесь или каждый день покупаете, например, мясо, рыбу и все остальное? Светлана, нет. Мы вообще каждый день в магазин не ходим. Мы каждый день ходим только за кефиром, и то мы порой на 2-3 дня покупаем. По сроку годности смотрим. И за хлебом. А так нет. Я делаю глобальные закупки. У меня вообще все забито. Я покупаю оливки, маслины, горохи, кукурузы, томаты, макароны разные, мука, крупы, мясо. То есть покупаю и покупаю не по мере мясо кончилось и есть нечего 3 дня. Нет, а по мере я смотрю, что уже надо. Это уже как идет. Обязательно, обязательно. Это все идут закупки. Это все идет на 2 недели максимум, минимум покупается. Но покупается всегда много. Ну, допустим, если мы мясо берем... Ну, много покупаем, что и фарш накручиваем, и все лежит. Нет, мы не ходим каждый день. Моя точка зрения такая, что если денег не хватит каждый день ходить в магазин, то есть в магазин мы ходим только по надобности. Каждый день, мне кажется, это только очень богатые люди могут себе позволить ходить каждый день. Нет, я закупаюсь. Обязательно. Наталья Манаенко. Привет, с Урала, Светланка.
Поддерживаю полностью о жизни не на камеру. Немного бытовых моментов, и все, частная жизнь и должна быть частной, личной. Люди разные мнения, тем более детки ранимые. Берегут их мудрые родители всегда. Но мне вообще нечего сказать о детях негативного. Я вообще такой человек. Меня даже вот специалисты наши, когда я приезжаю, спрашивают, я всегда говорю, что у меня самые лучшие дети. В семье бывает разное. И ссоримся, и миримся. Но это семья. Я даже вспоминаю, когда я свекра со свекровью уговаривали, чтобы они переехали, жили рядом с нами. Я всегда говорила, это семья, поругались, помирились, это же здорово. Это семья. Да. Наталья Еворовская 5 дней назад. Где живут родители или они с вами живут? Родители живут в своем доме, рядом с нами, забор в забор. У меня, кстати, бабушка, моя мамина мама, так жила со своей сестрой всю жизнь. Вот уже ее не стало, и бабдуси до этого. А теперь мы с родителями так живем. Вот забор, наш дом, и ходим мы в заборе калиточка, ходим мы друг к другу в гости. Нет, у всех должна быть своя жизнь по мере возможности. Конечно, у кого-то не позволяет такая возможность. А если позволяет, то лучше жить рядом, но отдельно. Вот так. Марина Белобородова 2 дня назад. А какая разница в возрасте у Снежаны с Анютой? Снежана старше Анюты на 2,5 месяца. Снежана старшая. Снежана просто пониже ростиком. Да. Все. Это все, что я на сегодня хотела ответить. Спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо, что задаете вопросы. Очень приятно на них отвечать. Извините, если какой-то вопрос я пропустила, потому что вот сегодня я вообще не заходила, не читала вопросы. Спасибо вам большое. До скорой встречи, друзья.